Привет всем! В эфире АРУ ТВ. С нами эксперт по России, публицист Андрей Кузичкин. Здравствуйте, Андрей. Да, Артем, всех приветствую, и тебя в том числе. Рады видеть в эфире АРУ ТВ. Я хочу с вами поговорить сегодня как с экспертом не только по России, а именно по регионам России. Вот в свете последних событий не так давно, значит, упала российская бомба на Белгород. Приграничные многие регионы России подвергаются регулярно украинским атакам. И военные объекты, и залетают и дроны, и снаряды, в том числе и в гражданский сектор. И мы видим, с одной стороны, недовольство населения, были обращения, видеообращения записаны там и к Путину, о том, что отселите нас, тут невозможно жить. Но, в общем, в регионах очень много проблем, и не только связанных с бомбардировками. Как вы в целом сейчас видите ситуацию в приграничных регионах России? Как изменилась там ситуация, как изменилась там жизнь с началом войны, и к чему дальше это, какая динамика этих процессов будет в ближайшем будущем? Конечно же, я сразу должен оговориться, что получить объективную информацию о происходящем в приграничных с Украиной российских регионах можно, наверное, только побывав в этих самих регионах. Да причем не наездом, а пожив там дней несколько, покрутившись, пообщавшись с разными людьми. Может быть, тогда достаточно объективную картину можно представить, и то она все-таки, наверное, будет субъективной, связанной с тем, как я все это воспринимаю происходящее. Но пока мы должны довольствоваться той информацией, которую получаем по каналам медиа. Но я считаю, что главный источник все-таки наших знаний о жизни в этих регионах, конечно же, являются комментарии самих жителей к различным новостям. То есть я очень активно посещаю порталы новостные, причем меня больше всего, конечно, интересуют частные какие-то коммерческие каналы, медиа, потому что, понятно, связанные с областными властями и муниципальными властями, эти медиаканалы будут давать достаточно искаженную информацию. А мне очень важно и интересно прочитать непричесанные, так сказать, новости, и самое главное, реакцию людей на эти новости, да, поверить именно. Так вот, я хочу сказать, что, конечно, война, когда она перевалила уже на 425-й день, превращается в некую рутину, в том числе для жителей этих регионов. Но в первую очередь, конечно же, развеян миф Кремля о том, что все идет по плану, потому что можно тогда ткнуть в лицо Пескову или кто там еще, вякающие эти кремлевские головы. По плану вы видели, что происходит в Белгороде, вы видели, что происходит в курских деревнях? Да, каждый день там взрывы, практически каждый день идут обстрелы с украинской территории, каждый день там что-то взрывается, и дошло уже до того, что свои же своих начинают бомбить. Кстати, Артем, ты сказал, что да, на Белгород упала бомба. Две бомбы упало на самом деле. Да, Две одна бомбы упало. взорвалась, одна нет, и там Одна взорвалась, откапывают. одна Ну, нет. Да, и причем я как просто, раз. извините, Андрей, для наших зрителей уточню просто, что мы записываем этот выпуск, и, возможно, когда он выйдет, немножко уже ситуация будет другой, но вот на момент, когда мы записываем, как раз вторую бомбу откапывают, не разорвавшуюся. Да, ну вторую бомбу откапывают, и там благополучно все, в общем-то, уже закончилось, поскольку бомба была не разорвавшаяся, но она, пожалуй, вызвала даже еще больше хлопот. Просто как-то так уж повезло с этой первой бомбой, в кавычках, конечно, что она упала в достаточно безлюдном месте, хотя на перекрестке, и ушла глубоко в землю, взорвалась именно там, поэтому вот взрывом повреждено несколько квартир, несколько машин, и 3 человека получили травмы. А вот когда выяснилось, что есть еще и вторая бомба, также отделившаяся, да, от самолета и случайно упавшая, то тогда пришлось организовывать эвакуацию 3000 человек. Причем в ходе эвакуации потребовалось оказать медицинскую помощь 11 людям. И, конечно же, это причинило гораздо больше хлопот, и масштаб происшествия, да, он, конечно, был неизмеримо больше, нежели этот ночной взрыв. Так вот, конечно же,
Сказать, что людям все это нравится, они к этому привыкли, мы не можем. Но все-таки, знаете, такое ЧП, вот оно случилось впервые за эти 425 дней войны, на день, когда мы записываем программу. И, само собой, да, это ЧП. Но вообще-то вот эти вот обстрелы приграничные, отключение электроэнергии, разрушение водоводов, частных строений или же пожары на военных объектах, нефтебазах, они, в общем-то, стали достаточно рутинными. Я об этом как раз могу судить вот по остроте реакции, по числу комментариев к таким событиям. Но сегодня вот, да, если мы сравниваем с тем, что было где-то в апреле, в мае, когда со стороны Украины начали прилетать снаряды, дроны, то об этом писали очень много и комментировали очень активно, и причем тон был комментариев такой, значит, совершенно не сдержанный, что сколько это может продолжаться, вперед, значит, Киев должен быть взят. Сегодня, если мы смотрим новости порталов Курской области, Воронежской области, Белгородской области, я посмотрел, идет борьба, значит, за урожай, подготовка к посевной, спортивный забег, да, концерты там в клубах, какие-то местные происшествия, ДТП. И между этими новостями потом появляется сообщение, что в нескольких селах Черноземья после обстрела с украинской стороны, значит, пропал свет. И перечисляют там 3-4 села, которые оказались обесточены. Ну, и есть несколько комментариев к этим сообщениям. Они, в общем, тоже носят такой хозяйственно-экономический уклон. Ничего идеологического там нет. Типа, да будут прокляты эти, значит, нацисты, украинцы и все такое прочее. Ничего этого нет. Что ждем, когда починят. Или администрация Курской области сообщает, что сегодня опять происходит обстрел, значит, Таволжанки, там нижние села в Курской области, поэтому просим граждан оставаться в укрытии. Все, точка на этом. Но эти Ну, нужно комментарии сказать, что ведь подчищаются, если они негативные, как вам кажется? нет, мне так не кажется. Там само по себе комментариев этих не очень много. А самое главное, если бы, например, там был такой комментарий, значит, вперед, Киев завтра возьмем, и тогда обстрелы прекратятся, кто бы стал бы подчищать. Их, наоборот, надо таких сочинять. Духоподъемные такие комментарии, но их нету на самом деле. Даже вот обстрел, значит, укрытие, и все это опять-таки превращается в такую рутину. Но на самом деле вот за этот год просто люди привыкли, очевидно, что с той стороны все время что-то прилетает. Сказывается ли это на образе жизни людей? Ну, конечно же, сказывается, конечно же, сказывается. И, конечно, многие семьи из приграничных районов или сами уезжают, или ГОМЧС их оттуда эвакуируют. Конечно же, цены на квартиры в Белгороде, например, снизились процентов на 15-20, это точно. Тоже я смотрел по объявлениям там на Авито, да, как цена на квартиры меняется, у них есть неплохая аналитика. И сказать, что там все села пригранично обезлюдили, конечно, этого же нельзя. Потому что такова, видимо, человеческая психология, ведь и приграничная там Черниговщина или Сумская область Украины, там та же самая история. Я ведь каждый день составляю хронику необъявленной войны ежедневно, вот уже 425 дней без прерыва. И у меня практически каждый раз заканчивается эта хроника тем, что 40 прилетов по громадам Сумской области, то есть по общинам, да, 25 прилетов, 15 прилетов. И каждый раз, то есть каждый день Сумскую область подвергают артиллерийским обстрелам и ракетным обстрелам со стороны России. Но это не значит, что все Сумскую область покинули и куда-то поуехали. Нет, конечно, нет, конечно. Может, это хорошо, что человек так легко адаптируется даже к таким ситуациям. Мне интересно, есть ли у вас понимание и видение того, как умонастроение жителей российских приграничных регионов поменялись за это время в плане поддержки или не поддержки войны? Об этом судить еще труднее, потому что, конечно же, здесь нужна социология серьезная, здесь нужны опросы. Понятно, что их Да. никто не проводит именно вот в разрезе таком региональном. Общероссийские там какие-то опросы есть, ЦИОМовские, которым, конечно, совершенно доверять невозможно. Левада-центр проводит тоже общероссийские опросы, которым ну, более-менее все-таки можно доверять. Но в разрезе территорий, тем более приграничных, я просто могу экстраполировать и догадываться, что результаты для власти будут там очень плохие.
Я думаю, что за это время, конечно, число поддерживающих так называемую специальную военную операцию, ну, если бы задавали в России вопрос, то именно так, об отношении к войне с Украиной, к проведению СВО на территории Украины, я думаю, что, конечно, поддержка все-таки упала. Потому что все равно этих патриотических настроений, ура, ура, их нет. Но здесь я могу еще добавить аналитики немножко по своей родной Томской области. Там есть портал в Томске, тоже с властью не связанный. Вот когда-то была такая частная инициатива, интересный такой портал. Они, конечно, новостей немного дают о событиях, связанных со специальной военной операцией, но если вдруг они появляются, комментариев там очень много, ну, до 40, до 50 комментариев, это много считается, какой-то новости ежедневной текущей. И я бы так вот 1 к 9 определил. Число патриотов это 1, а 9 это сомневающиеся, иронизирующие, даже скабрезничающие и по поводу ЧВК, и по поводу Вагнера, и по поводу героизма, и по поводу вообще всего, что связано, да, с победой возможной России и с тем, что все идет по плану. Очень большой скепсис. Но это вот мы как бы взяли регионы, примыкающие к Украине с севера. А есть у нас еще восточные регионы. Это, например, Ростовская область, да, непосредственно граничащая с Донбассом. Так вот, там как бы поспокойнее, прилетов практически нет. Но иногда что-то такое падает, причем неизвестно, чей это был там дрон украинский или российский, что-то какие-то ЧП случаются. Но зато нагрузка на экономику региона просто колоссальная. И, казалось бы, это такой регион, где традиционно поддерживали все институты власти, там же казачество, да, достаточно консервативное сообщество людей, занятых сельским трудом. И сначала поддерживали коммунистов практически единогласно, потом, значит, дружно стали поддерживать Единую Россию, Путина самые большие высокие рейтинги у власти, у партии власти. И, казалось бы, там патриотизм должен просто зашкаливать. Ничего подобного. Сообщает опять, что кто-то там, значит, из ЧВК Вагнера убит и похоронен на кладбище, тут же сразу досье на этого похороненного выкладывают, что он там кого-то убил, кого-то искалечил. Начинается бурное обсуждение, комментарии, и ни одного одобрительного, ни одного позитивного отклика в адрес вот этого вот погибшего так называемого героя нет. Но это одна история. То есть патриотизмом там и не веет ни из одного угла. Но самое главное, что на экономику, конечно, региона тяжесть легла неимоверная, потому что очень много переселенцев с Донбасса, это одна история. А другая история, вот она частная, как-то мимоходом проскальзывает где-то в СМИ, но имеет очень важное значение для города Таганрога, родины, как известно, Антона Павловича Чехова. Так вот, в этом городе давным-давно была проблема с подачей питьевой воды. Город страдает без воды. И они строили водовод до Дона, чтобы оттуда воду качать. Но по всяким разным причинам проект откладывался, и вдруг в один прекрасный день российские военные взяли и построили этот водовод из Дона, минуя Таганрог, и бросили его в Донбасс, где тоже дефицит питьевой воды. И Ну, потому сейчас что это фактически политически весь Таганрог важнее и остался. пропагандистски, Ну, да? конечно, конечно, конечно. Ну, как пропагандистски? Об Очень этом не очень по-российски. широко говорят и кричат, потому что тут вот столкнулись-то как раз интересы так называемых новых присоединенных территорий и коренных жителей России, конкретно Очень Таганрога. интересно. Вот недовольство, конечно, огромное, потому что проблемы были достаточно жесткие. Там, как я почитал, у них из Дона еще из одной речки местная вода подается из артезианских скважин. Но из Дона считается самый хороший по качеству, по уровню минерализации. Ну, там, представьте, сельское хозяйство, кругом это мелиорация, все это все в реки в конце концов сбрасывается. Большая проблема. И тут они сидели, ждали, что вот сейчас нас водой наконец-то напоят, и вдруг бабах, просыпается прекрасно в один день, не прекрасно для Таганрога на самом деле, а эту воду из Дона уже качают мимо города и прямо подают в Донбасс. Конечно, это Да, создает если в кране колоссальное нет воды, напряжение. называется. Да, а теперь, оказывается, донбассцы выпили. Такая ситуация по всему периметру Украины, конечно, происходит. Если не военные действия, то Ростов-то как бы напрямую к линии фронта не примыкает, а тем не менее, вот и там война, называется, долетела, да, причем очень серьезно ударила по интересам целого региона экономическим. А если говорить о динамике, как это влияет, ну да, я говорю, что градус патриотического настроения падает, это очевиднейшим просто образом.
Дойдет ли это до массовых протестов? Вряд ли. Тем более, что опять-таки людей нагибают и нагибают. Белгород, значит, там какое-то сельхозпредприятие, 3 УАЗа отправляют в зону специальной военной операции. То есть Здорово. забирают А из дальше мы... чьего-то бизнеса, забирают Ну, конечно, ну, средства. конечно. Но причем какие машины? Там как бы вскользь, но отмечается, что после капитального ремонта, буханок, как они их ласково называют, т-т-т-т-т, они теперь на ходу, чувствительные и все прочее. Но я понимаю, что, конечно, в хозяйстве, наверное, давно уже не обновлялся автопарк, и они, конечно, какое-то старье хламье там собрали, что-то подмурыжили, подчинили, причем формируют автоколонну. Вот в комментариях как раз тоже удивляются, зачем это вообще-то надо. Гонят сначала машину в Москву, а потом там формируют автопоезд из 250 таких машин, а потом отправляют обратно через Ростов-на-Дону и в Украину в зону проведения Пока они там СВО. доедут, там и потери будут в этой колонии большие. Ну, Но, конечно, то есть да. большой бизнес по-крупному раскулачивают теперь в России, да, Мгм, заставляя взносы мгм. добровольно, так называемое добровольно делать, фонд поддержки войны Да-да. фактически. Ну и мелкий бизнес, оказывается, тоже страдает. Тут Триуаза, тут Газель, тут еще у кого-то что-то изымают. Как бы опять на принципах добровольно-принудительных. Ну, вот все для фронта, все для победы. Люди не Да, хотят, а печально. их все равно заставляют быть патриотами. А когда этот патриот через силу, то, конечно, рано или поздно, да, эти патриоты Да. могут превращаться в оппортунистов, потом пацифистов. Если только так, динамику эту простраивать. Я придумал название для этой акции. УАЗ Патриот называется. Это как конфискация Мгм. УАЗов. Да. Хорошо, Конфискация, спасибо значит, большое, Андрей, за патриотическая. интересный такой экскурс в жизнь приграничных российских регионов. С нами в эфире АРУ ТВ был Андрей Кузичкин, публицист, эксперт по России. Спасибо, Андрей. Да, и вам спасибо за внимание, всем нашим зрителям. Пока-пока.